Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня мы перенесемся на 7500 километров на остров Пхукет, Таиланд. Я вам покажу, какие растения здесь продают, как и в каких условиях их выращивают. Самый большой по площади и ассортименту рынок растений находится в столице Таиланда, городе Бангкок. На Пхукете все гораздо скромнее. Местные жители любят украшать свои дома и места работы растениями. Они стоят прямо на улице в горшках, и, как мне показалось, здесь не особо заботятся об условиях их выращивания. Как вырастут, так вырастут. Вот, например, орхидеи украшают один из продуктовых рынков. Висят в подвесных горшках, на ветру, на солнце. Накануне прошел дождь, и замиокулькас полностью залит водой. Тем не менее, эти растения как-то выживают в таких условиях. Мне удалось посетить 3 небольших рынка растений. В этом мне помог местный житель Чаннон, который любезно сопроводил меня в качестве переводчика. Welcome to Thailand. Сами рынки расположены на улице. Какие-то растения стоят под навесом, какие-то под открытым небом. Поэтому листья многих растений выглядят не идеально, могут быть желтыми, рваными, с подсушенными краями. Также я обратила внимание на горшки, в которых растут растения. Многие из них показались мне большими по сравнению с растением. Как у нас говорят, на вырост. Возможно, в местном климате растения развиваются очень быстро, и для них это нормально. Встречается очень много популярных в России растений: замиокулькас, сансевиерия, аглонема, филодендроны, монстеры. Увидела я здесь и несколько сортов антуриума, а вот спатифилум встретился мне всего один раз, и тот в супермаркете. Ни на одном из 3 рынков я его не увидела. Что меня немного огорчило, это отсутствие бирок с названиями растений. Сами продавцы тоже не всегда знают, что за сорт растения они продают. То есть вам могут сказать, что это аглонема, а какой именно сорт уже не скажут. Также я обратила внимание на пуансетти. В наших магазинах их продают маленькими растениями, разветвленными после первой прищипки. Здесь же пуансетти выглядят как маленькие деревья. Каждому продавцу я показывала фотографии с редкими сортами монстеры, филодендрона, алоказии. Тех, которые в магазинах не купишь, а нужно искать где-то по группам на личных страницах коллекционеров. Но продавцы разводили руками и говорили, что таких растений у них нет. Но все же один продавец отвел нас за пределы выставочной зоны и показал, что у него там есть интересного. Это была небольшая огороженная территория, где выращивались алоказии, филодендроны с белой и желтой вариегантностью. Размеры растений были разные, и большие, и совсем маленькие. Также нам показали несколько красивых сортов каллазиумов, но на этом все. Я все-таки не удержалась и купила несколько маленьких растений. Привезла их в отель и решила посмотреть, в каком грунте их выращивают. Филодендрон был полностью в кокосовых чипсах. Каллазиум выращивался в очень плотном глинистом грунте. Еще один горшочек был наполнен более рыхлым грунтом. Послушав советы по вывозу растений из Таиланда, я решила освободить растения от грунта. С одной стороны, чтобы не нарушить законы Таиланда, с другой стороны, в грунте присутствовали червячки, жучки, которых бы не хотелось привозить с собой домой. С той же целью после этого я промыла растения под водой. У всех растений была хорошая большая корневая система, кроме каллазиума. Его, видимо, совсем недавно укоренили, и корешочки были совсем маленькими. Спустя сутки мои растения были уже в России. Я вновь посадила их в грунт и поставила в тепличку для поддержания высокой влажности. Как будут развиваться эти растения, я покажу вам в своих следующих видео. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!